Всем привет! Сегодня у нас расклад, какой этап вашей жизни к концу подходит, да, и какой начинается. И прежде чем начать, приглашаю всех в манифест. В манифесте доступно все это, и марафоны на деньги, на женскую самооценку, и проживание старших, младших арканов, и закрытые расклады, и точечное обучение по колодам, и магический чат, и эзотерическая библиотека. А можно просто на эзотерическую библиотеку подписаться, и вам станут доступны и библиотека, и закрытые расклады. А на уровне проживания старших арканов и младших арканов, да, доступно как само проживание, так и магический чат, так и точечное обучение по колодам, так и закрытые расклады, эзотерическая библиотека и марафоны. И еще чего-то я уже забыл чего. Обязательно приходите, ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Но в день можно только одному человеку зайти. Итак, давайте, я думаю, что начнем расклад, да? Посмотрим, что заканчивается, что придет нового. А вдруг это будет мужик на белом Мерседесе, да, на золотом Мерседесе. И давайте, хватит грустить уже. Активнее, девочки. Носик кверху и по жизни с высоко поднятой головой. Иначе, как говорится, мальчики не любят грустненьких девочек. Итак, давайте начнем расклад. Единички. Что за этап в твоей жизни сейчас заканчивается? Это как сигнификация. А у тебя тяжелый период был, и он заканчивается. Такой, когда ты вот вообще не понимала период, да, что там с тобой происходит, куда катится жизнь, вот так вот проще сказать. Вот эти месяцы ты просыпалась и не знала, зачем вообще вставать с кровати, да? Когда казалось, что все идет не так, и ты ничего не можешь изменить. И этот был период, знаешь, полного тупика. Ты сидела в яме и не видела выхода. Работа бесила, отношения не клеились, деньги заканчивались, здоровье хромало. И ты думала, когда же это все закончится-то? Когда я буду наконец-то счастлива? И каждый день у тебя был вот как этот день сурка, похожий на предыдущий, серый, скучный, безнадежный. И вот этот кошмар как раз заканчивается. Ты начнешь видеть свет в конце тоннеля. У тебя появится энергия, желание что-то делать, планы на будущее появятся. Ты будешь просыпаться утром и думать, что наконец-то день этот прекрасный настал, вместо того, чтобы прятаться под одеялом, да, и не хотеть никого видеть. И вот этот переход от мрака к свету, он уже начался. Ты чувствуешь, что в тебе что-то меняется, что ты другой становишься. Там более живой, более активный, более радостный. И солнышко даже начало видеть. И вот это все, это не временное улучшение настроения. Нет, это кардинальная перемена. Твой вот этот серый, я бы назвал его, период, он научил тебя многому. Ты поняла, что ты можешь выдержать гораздо больше, чем ты думала. Что у тебя есть внутренняя сила, которой ты раньше просто не замечала. И теперь, когда худшее позади, ты готова использовать свою силу, да, для создания новой жизни, нового этапа. Самое главное, ты больше не будешь бояться трудностей. Раньше каждая проблема, она оказалась тебе, как говорится, концом света. А теперь ты знаешь, что можно пережить это все.
Все можно решить. Из любой попы, из любой ямы можно выбраться. Почему этот этап уходит? Ну, потому что ты поняла, что хватит ждать, что жизнь сама изменится, как сказать, блин, что мы сами творцы своей судьбы, ты поняла. То есть ты осознала, что нужно все в свои руки брать, да, и действовать. Раньше думала, как ты. Вот найду я волшебную палочку, и все наладится. А теперь вот ты поняла, что никто за тебя твою жизнь не построит. У тебя было время подумать, проанализировать, что не так. Ты все по полочкам разложила, все свои проблемы, да, и поняла, откуда, как говорится, ноги растут. А ноги росли из попы. И ты поняла, почему ты попала в этот период серый. Что ты делала не так, какие ошибки совершала. И главное, как больше вот этого всего не повторять. А еще ты встретила человека, который показал тебе другую жизнь. Это не обязательно там мужчина, да, для любви и так далее. Это человек энергичный, активный, который не сидит на месте и не ноет, а просто берет и делает. И вот глядя на него, ты поняла, что можно по-другому жить. Можно каждый день быть в движении, планы строить, цели достигать, несмотря на то, что на улице серо, хмуро, дождик идет и прочая ерунда. И вот этот человек, он не решил твои проблемы за тебя. Нет, он, знаешь, он просто показал пример того, как можно жить. И ты такая думаешь, такая сидишь, а почему я так не могу? Что вот мне мешает быть такой же вот активной, успешной и вообще красавицей? И ты поняла просто, что ничего не мешает, кроме тебя самой. Твой прежний образ жизни, он просто перестал тебя устраивать. Вот эта серота. Не, как сказать, серость. Ты поняла, что ты не хочешь быть больше вот этой жертвой обстоятельств, жертвой жизни. Не хочешь жаловаться, не хочешь ныть, хочешь действовать, менять, создавать и так далее. И как только ты это поняла, старая жизнь, она, вот этот старый этап, да, этот начал паразит уходить сам собой. Ты выросла из своих старых проблем. То, что тебе раньше казалось, я никогда это не разрешу, не решу, не преодолею, теперь это тебе кажется ерундой. Ты просто стала больше, ты просто стала сильнее, ты стала мудрее. Твоя новая личность, она требует новой жизни. А новый этап-то какой-то стучится в твою дверь. Новая жизнь. Ты знаешь, ты начнешь что-то свое. Свой бизнес, свой проект, свое дело, вот что-то свое. То вот, о чем ты давно мечтала, но боялась начать. И вот страх вот этот начать, он уйдет. И ты решишься на вот этот шаг. У тебя появится идея, которая будет внутри вот гореть ярким пламенем, да, и ты, как говорится, как сказать, вот, не сможешь не воплотить ее. Понимаешь? И это будет связано с деньгами, вот, с материальным чем-то. То есть не эфемерное там когда-то, да, а вот реально с деньгами. Ты займешься тем, что приносит удовольствие и деньги. Перестанешь за копейки работать, заниматься тем, что не нравится, перестанешь. Ты найдешь способ зарабатывать на том, что у тебя лучше всего получается. Как будто мага прожила, да? Еще ты станешь практичной и расчетливой. Знаешь, перестанешь деньги тратить направо-налево на всякие вайлдберрисы, озоны и так далее. Начнешь планировать свой бюджет и о будущем думать. И ты знаешь, ты поймешь, что вот финансовая независимость – это не роскошь, а вот необходимость. И начнешь к ней идти маленькими, но вот прям верными шажками. Твой новый период, он будет, знаешь, вот очень стабильным и надежным. Ты создашь себе прочную основу, как в плане денег, так и в плане отношений, так и в плане карьеры. Больше никаких авантюр и рисков просто так. Все будет у тебя продумано, спланировано, просчитано.
И знаешь, самое важное, это не будет скучно, нет. Это будет наоборот, знаешь, огромное удовольствие тебе приносить от того, что ты строишь свою жизнь сама. От того, что каждый день ты делаешь шаг к своей цели. И видишь, конечно же, результаты своего вот этого труда. У тебя появится ощущение контроля над жизнью. Просто ты будешь знать, что происходит, почему происходит, что дальше делать и к чему, как говорится, стремиться. И это очень крутое чувство для тебя будет после вот этого периода серости, хаоса, неопределенности и так далее. Как тебе шагнуть в этот новый этап с кайфом? Ну, знаешь, придется пережить боль расставания со старой жизнью. Да, ты перемен хочешь, но знаешь, все равно будет грустненько прощаться с привычным. Со старой работой, со старыми друзьями, привычками. И это нормально. Горевать по прошлому, я имею в виду. Даже если оно было там не очень хорошим. Не гони от себя вот эту грусть, знаешь. Дай себе время вот погрустить, поплакать, возможно, подушку побить. Хорошее вспомнить. Это часть процесса. Нельзя перейти к новому, не отпустив старое. И вот отпускание, оно всегда болезненно, даже когда ты понимаешь, что так лучше. И знаешь еще, по картам тебе нужно учиться новому. Потому что, смотри, я тебе объясню, твой новый этап, он требует новых знаний, новых навыков твоих. И ты не можешь прийти в новую жизнь со старым багажом. Поэтому читай книжки, общайся с новыми людьми, которые, как говорится, уже там, да, где ты хочешь быть. На какие-нибудь курсы по повышению квалификации пойди. Учись как ребенок, с интересом, без вот этого страха ошибиться. Глупые вопросы задавай, там, пробуй, экспериментируй. Потому что сейчас ты на старте, и у тебя есть право не все знать и не все уметь. Главное — это желание учиться и развиваться. И не бойся быть новичком. Все когда-то были новичками, даже самые там миллиардеры, миллиардные, самые успешные, когда-то первые шаги тоже делали с самых низов. Как кто там, Билл Гейтс, Microsoft. Они вообще в гараже собирали там свое что-то. Понимаешь? Не бойся быть новичком. Главное, бойся вопросы не задавать. Пусть даже глупые. Твоя задача не идеальной быть с самого начала, да, а просто начать. А дальше опыт и знания, они сами собой придут. Процессу доверяй. И у тебя все получится, что там, потому что ты сложное прошла, решилась на перемены, а дальше уже дело техники. Главное не останавливаться и не сдаваться при первых трудностях. Без трудностей не бывает, прости уж меня. Обязательно подпишись на канал и жмякни на колокольчик, и обязательно оставь комментарий и приходи в проживание арканов. Тебе в этом во всем поможет маг. А мы с вами переходим ко второму варианту. Двоечки, застегивайте свои штанишки и полетели. Какой этап в жизни заканчивается как сигнификация? Знаешь, у тебя заканчивается такой период, когда ты была вот крутая хозяйка своей жизни, но при этом ты вечно мучилась выбором. Ты же помнишь, да, у тебя вот все было классно, деньги водились, дом уютный, работа нормальная, все тебя уважали. И это было так.
Но в чем прикол? Ты постоянно металась между разными вариантами. То ли оставаться на этой работе, то ли новую искать, то ли с этим мужиком отношения строить, то ли не стоит, да, то ли в отпуск ехать, то ли деньги на ремонт потратить. И каждый день у тебя был какой-то выбор, и ты никак не могла определиться. Ты как будто ну, жонглировала вот этими всеми разными вариантами. Сегодня думала одно, завтра другое, послезавтра третье. Подруги, наверное, даже шутили, что у тебя там совет спросишь, а ты сама не знаешь, что делать. Все вокруг видели, что ты мучаешься в этой, как сказать, неопределенности. И знаешь, что самое интересное? Ты ко всему была готова. Сразу. И к работе новой, и там к отношениям, и к переменам любым. Но именно вот эта готовность ко всему, она не давала тебе выбрать что-то одно. Потому что ты боялась упустить другие возможности, другие варианты. И вот этот период метаний, да, от одного к другому, он к концу подходит. Ты больше не будешь вечно там сомневаться, вечно вариантики перебирать. Время пришло делать четкий выбор и идти по выбранному пути. Понимаешь? Вот эта эпоха «а что, если я...» Вот эта вот эпоха, она заканчивается. Начнется время, знаешь, какое? Вот это я и буду делать. Вот я не знаю просто, как по-другому объяснить. Самое главное, ты поняла, что от бесконечных вот этих раздумий толку нет. Что лучше сделать выбор, да, ошибиться, чем там всю жизнь ничего вообще не делать. Почему этот этап уходит? Ну, потому что ты застряла в подвешенной ситуации и больше не можешь так жить. Было время, когда ты вообще ничего не могла решить. Сидела, ждала, само собой, когда все рассосется. Или там кто-то другой за тебя решит. А вокруг тебя все давили. Мама там каждый день звонила, спрашивала про личную жизнь, где мои внуки. На работе начальник результаты требовал. Подруги советовали, что делать, куда делать, да. Все, как говорится, со своими мнениями, требованиями, советами лезли. А ты просто не знала, кого слушать и что делать. И вот ты наконец-то начала отбиваться от вот этих всех советчиков. Стала говорить: «Отстаньте, я сама». То есть как сказать, на себя все взяла. Все решения. Перестала о планах своих рассказывать, да, чтобы не слушать вот эти чужие мнения, которые никому не нужны. То есть стену вокруг себя построила и за ней сидела, защищаясь вот от всех вот этих советчиков. Но, знаешь, защищаться оно же можно только какое-то время. Рано или поздно надо выходить из укрытия, да, и что-то делать. И вот это ты поняла, что пока ты сидишь и думаешь, жизнь мимо проходит. Другие люди делают, да, деньги зарабатывают, а ты на месте стоишь. И ты устала от вот этого напряжения постоянного. От того, что нужно всегда быть начеку, всегда там защищаться, всегда объяснять, почему ты так или не так решила. А это ж выматывает. Проще уже решение принять и спокойно жить. И вот эта твоя подвешенность, она закончилась, когда ты вот поняла, что хватит ждать идеального момента. Его не бывает, есть сейчас и никогда больше. Так какой новый этап в твою дверь стучится? Это, знаешь, это период новых чувств, новых эмоций. То есть ты снова станешь живой и открытой, радостной. Вот как в молодости было, да? Когда вот все было в новинку, хотелось пробовать, экспериментировать, влюбляться и так далее. Вот такая ты и будешь. У тебя появятся новые увлечения, новые люди, новые эмоции, новые впечатления. Ты прям будешь много смеяться, много говорить и много мечтать. Жизнь опять яркими красками заиграет. Перестанешь быть вот этой серьезной тетей, которая вечно о чем-то думает. А еще ты завершишь какой-то большой этап в своей жизни.
То есть доведешь до конца то, что давно начал. Закроешь какую-то важную тему раз и навсегда. И это будет для тебя облегчение. Ты вот наконец-то поставишь точку в долгой истории. А новая жизнь, она будет полной, счастливой. У тебя будет все. И любовь, и работа, и денежки, и друзья. Ты достигнешь того состояния, когда можно сказать, да, я довольна собой, я довольна своей жизнью. И это не будет то, что ты хвастаешься. Нет, это будет честная правда. И самое классное, что ты больше не будешь зависеть от вот этих чужих мнений. Ты будешь делать то, что нравится тебе, а не то, что от тебя ждут. И это будет настоящим счастьем, а не вот это вот показное благополучие, понимаешь? Ну и чувство будет, да, что ты живешь правильную жизнь, свою жизнь, не чужую. И это будет, как сказать, тебе будет давать огромную энергию для новых твоих свершений каких-либо. Как тебе шагнуть в этот новый этап с кайфом? Ну, знаешь, тебе нужно перестать цепляться вот за то, что у тебя сейчас есть. Вот у тебя сейчас нормальная жизнь, да, работа стабильная, жилье свое, но ты держишься за все вот это мертвой хваткой, боишься что-то потерять. А вот страх потери, он не дает тебе двигаться вперед. Знаешь, вот пойми всего одну вещь. Ты не потеряешь ничего важного. А если и потеряешь, то только то, что тебе уже не нужно было. Новая жизнь, она больше гораздо принесет, чем заберет. Но для этого нужно руки освободить. То есть перестать вот хвататься за старое. А еще нужно отпустить то, что больше не радует тебя, понимаешь? Потому что у тебя есть вещи, люди, какие-то привычки, которые давно стали неинтересны тебе, но ты их держишь. Из жалости, из чувства долга, из привычки, без разницы. Пора с этим завязывать. Сделай генеральную уборку в жизни. Вот выкинь все лишнее. Как в доме, да, так и в голове, в отношениях. Оставь только то, что действительно тебе важно. И ты увидишь, как легко дышать станет, когда хлама вокруг не будет. Понимаешь? И по-старому, конечно, не бойся грустить. Это нормально, да, жалеть то, что уходит, даже если оно тебе уже не подходит. Дай время себе погрустить, а потом дальше иди. Грусть, она пройдет, а новые возможности, они останутся. И главное, доверься этому всему. Жизнь, она знает, что тебе нужно. И если что-то уходит, значит, освобождается место для чего-то лучшего. Если что-то не получается, значит, это не твое. Расслабься и вот просто позволь жизни нести тебя туда, где тебе будет хорошо. Вот и все. Все по-простому. И знаешь, что самое главное? Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание арканов, жизнь свою кардинально менять в лучшую сторону. Я считаю, что ты этого достойна. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим к третьему варианту. Троечки, троечки, троечки. Что за этап в вашей жизни сейчас заканчивается? Ну, знаешь, период это когда ты постоянно с кем-то воевала, да? И в результате ты вообще перестала что-то хотеть. Вот эти месяцы, когда каждый день, как вот это поле битвы. То с мужем ругаешься, то с мамой, то на работе начальник достает. Ты прям отбивалась от всех, доказывала свою правоту.
И спорила, конечно, по любому поводу и без повода. А потом ты просто выдохлась от всех вот этих войн, так скажем. Села такая и подумала, а нахрена мне это все? Зачем я трачу силы там на споры с людьми, которые все время меня не слышат? И ты просто перестанешь бороться, просто махнешь рукой на все и уйдешь в себя. Ты знаешь, ты сейчас стала такой равнодушной ко всему. Мужик твой что-то говорит, ты киваешь и не слушаешь. На работе там задание дают, ты делаешь, но без души. Если подруги куда-то позовут, то ты отказываешься, говоришь, что устала. Ты как будто вот отключилась от жизни, что ли. И вот этот период апатии, равнодушия, он подходит к концу. Ты больше не будешь там сидеть дома и тупо смотреть в телевизор. Не будешь делать вид, что тебе все равно, что в мире творится. И прятаться от людей не будешь, как и от проблем. Время твоей вот этой вот пассивности, апатии, оно заканчивается. Ты снова захочешь чего-то от жизни. Снова готова будешь действовать, менять, добиваться. То есть у тебя появится энергия, которой давно уже не было. И вот эта энергия, она будет требовать выхода. И твой период вот этот «мне на всех плевать», он закрывается навсегда. Больше ты не будешь убегать от жизни в эту апатию. Будешь решать проблемы, а не игнорировать их. Почему этап этот уходит? Ну, потому что в твоей жизни мужик появился, который взял все под свой контроль. Он, как говорится, пришел, сказал, хватит ныть, пора что-то менять. И начал тебя, как говорится, теребонькать, тормошить, заставлять двигаться, чтобы ты на месте не сидела. И этот мужик, он очень волевой и решительный. Он, знаешь, он привык, что его слушаются, делают, как он сказал. И когда увидел, что ты киснешь дома, он решил тебя спасать. Начал советы давать, предлагать варианты, подталкивать к действиям. Сначала ты сопротивлялась, конечно же. Думала, какое ему дело до моей жизни, да, пусть там с собой занимается. Но он от тебя не отставал. Продолжал лезть со своей помощью, даже когда ты его, как говорится, посылала. И просто ты постепенно поняла, что он прав, нельзя так жить. А еще он тебе помог уехать из того места, где ты застряла, прям буквально. Ты жила то ли в одном городе, то ли в одной вот квартире, работала на одной работе, общалась с одними и теми же людьми, и все это тебя душило. А он предложит переехать, обстановку сменить, новую жизнь начать. И вот этот переезд станет поворотной точкой. Ты просто поймешь, что проблема была не в людях вокруг, а в том, что ты сама себя в угол загнала. Что нужно было не воевать с окружением, да, а его менять. И когда ты вот это сделаешь, все наладится. Твой спаситель покажет тебе что выход всегда есть, что не нужно терпеть то, что не нравится. Можно взять и изменить свою жизнь, причем кардинально. И ты этим воспользуешься. Какой этап новый стучится в твою жизнь? Романтический период. То есть мужчина появится, который будет за тобой ухаживать красиво. Цветы, подарочки, там поездки, возможно, да? То есть он будет делать все, чтобы ты себя этой принцессой чувствовала. И ты просто возьмешь и расслабишься, и начнешь удовольствие от жизни получать. И знаешь, этот период, он будет очень спокойный после всех бурь. Понимаешь? Никаких скандалов, там никаких драм этого, никакого стресса, апатии и прочего это всего. Просто тихое счастье и покой. И ты будешь душой отдыхать от всех этих проблем прошлых. Твой новый мужчина, он не будет тебя напрягать какими-нибудь требованиями ему борщ сварить, да, или претензиями, почему борщ пересолен. Он просто будет любить тебя такой, какая ты есть. Не будет пытаться тебя переделать или заставлять что-то делать. Просто даст в свободу. Свободу быть собой. А еще у тебя будет время подумать о том, чего ты от жизни хочешь вообще дальше.
То есть ты можешь спокойно планировать будущее, не торопясь и не нервничая. Подумаешь там о карьере, о семье, о том, где там хочешь жить, с кем хочешь жить. То есть это будет период восстановления после вот этого долгого стресса, апатии и так далее. Ты как будто вот отдохнешь от всех, да, сил наберешься для новых свершений, и, как говорится, твоя душа заживет. И снова станешь верить в хорошее и в Деда Мороза даже, возможно. И знаешь, самое главное в этом всем, ты поймешь, что ты заслуживаешь хорошего отношения. Понимаешь, что не нужно терпеть хамство, там, неуважение к себе, что можно и нужно требовать к себе вот нормального отношения. Как тебе шагнуть в этот новый этап с кайфом? Ну, знаешь, тебе предстоит очень много работать. Новая жизнь, она не дастся легко. За нее нужно будет бороться каждый день. Ты будешь уставать, но это будет, знаешь, приятная такая усталость. От того, что ты строишь что-то свое, а не разрушаешь чужое. Новые цели появятся, новые планы. Ты просто вот поймешь, что хочешь добиться вот всего в жизни. И начнешь к этому идти. Каждый день будешь маленькие шажочки делать к большой своей мечте. И это даст тебе силы и энергию. И, конечно же, тебе, мужика, нужно по жизни вот этого. Не просто, да, там рядом лежит, а вот настоящий, чтобы союзник он был. Человек, с которым можно планы строить, проблемы решать, радости делить, горести тоже, кстати. И этот мужик, он где-то рядом уже. И это вот тот самый романтик, да, который к тебе придет. Главное, что ты была готова к серьезным отношениям, понимаешь? Что ты не будешь бояться близости и ответственности. Твоя новая жизнь, она от тебя, знаешь, вот прям потребует открытости и честности. И нужно будет научиться доверять людям снова, потому что сейчас ты не веришь никому. Ну, не всем подряд нужно верить, да? Но вот тем, кто это заслуживает. Учиться нужно еще говорить о своих чувствах, потребностях этим людям. И, знаешь, вот запомни одно. Ты уже самое сложное прошла. Ты выбралась из ямы почти что, в которой вот сидела. Теперь всего лишь дело за малым — построить новую жизнь на том фундаменте, который у тебя уже есть. И это обязательно у тебя получится. Это уже аксиома, этого доказывать не нужно. Получится, лишь бы начала. И помни, что дед всегда рядом.